Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам представить 4 красивых джемпера. Необычные, есть рельефные, есть ажурные варианты. Ко всем джемперам у меня есть схемы, и, в общем-то, предлагаю вам их посмотреть, оценить и выбрать для себя что-то красивое, полезное, отложить, так скажем, в копилочку, да, а может быть и сразу приступить. Вот первый пуловер с ажурным красивым нежным узором в виде таких треугольничков сегодня у меня в моем видеообзоре. Смотрите, значит, связать можно из любой пряжи, но очень красиво смотрится в нежной тонкой. И, конечно же, схема. Это классика. Можно со спущенным плечом сделать, можно с рукавом реглан. Это по желанию. Моя задача – подать вам идею и, конечно же, конструктивно обрисовать это как схематично в виде схемы узора. Сейчас перед вами схема узора. 28 петель – это ширина раппорта, 20 рядов – это высота раппорта. Ну, условные обозначения здесь, в принципе, многим должны быть понятны. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля, вертикальная черточка – это лицевая петля. Ну, треугольнички 2 вместе, с наклоном вправо, соответственно, с наклоном влево, и кружок – это накид, как правило. И знак перекрещивания петель налево у нас, в данном случае 6 петель все время перекрещиваются налево. Второй джемпер. У нас вертикальный рельефный узор используется для вязания этого джемпера. Выкройка классическая. Опять-таки вы можете использовать то, что хотите. Можно рукав реглан сделать, можно спущенное плечо. Здесь, конечно, самое главное тоже тонкая шерсть, скорее всего, но можно из хлопка связать, в зависимости от времени года. У нас вертикальные узоры, это очень важно. Вертикальные узоры, давайте с вами рассмотрим эту моделечку. Смотрите, вот так у нас смотрятся картиночки, можно приблизить и рассмотреть этот узор поближе. У нас идут жгуты. И в обрамлении вертикальных полосочек из лицевой глади. Все это на фоне изнаночной глади очень эффектно смотрится, красиво и не сложно вяжется. Главное, что это можно связать начинающим мастерицам. Я думаю, что заинтересует этот узор. Ну и даже не начинающим мастерицам с опытом тоже подойдет такая красивая вещь, которая, вот знаете, появилась пряжа и хочется что-то новенькое, но быстро, чтобы вот там не ковыряться, сидеть. Да, прямо вот буквально за несколько дней у вас обновка, да. Бывает цвет и сама фактура пряжи выигрывают значительно, а сам узор простенький. Так что здесь всяко бывает. Дальше смотрим. По спиночке у нас тоже узор. Очень красиво смотрится моделька, согласитесь, девочки. Ну, замечательный вариант. Узорчик такой прям простой-простой. Ну, очень мне нравится. Здорово придумано. И главное, что вот все эти вертикальные узоры, вы сами понимаете, они зрительно всегда стройнят фигуру, да, и, в общем-то, так скажем, убирают лишние килограммы. Для больших размеров очень хорошо подойдет данный узор, на мой взгляд. Буду рада, если вы со мной согласитесь. Ну, а теперь давайте посмотрим с вами схему узора. Вот такую выкройку я, кстати, рекомендую использовать. Сюда свои мерки ставим, ширину, длину, в общем-то, длину рукава, длину изделия, и все получится. Схему я нарисовала от руки. Смотрите, у нас вот эта коса идет.
центральная, да, жгут, скажем так. И вот эти вот изнаночные у нас горизонтальная черта и вертикальная черта – это лицевая петля. Вот так, чтобы вам было понятно, да. Самое главное, что у нас вот это такая плоская коса, ну, жгут, его называют в варанском вязании, но поскольку у нас здесь многоэтапность, поэтому я бы это назвала все-таки косой. Так, мои дорогие, следующая, третья моделечка у нас. Следующая, третья модель у нас из иностранного журнала модель. Ну, она мне очень нравится. Она эффектная, несложный узор, и в то же время он рельефный. Знаете, пусть новички учатся на таких красивых и несложных косичках делать перекрещивание. Схема у меня будет, конечно же, и выкройка из иностранного журнала. Здесь опять-таки классика. Узор у нас идет только по переду, а спинка у нас связана лицевой гладью. Кстати, здесь узор у нас на фоне лицевой глади. Рукавчики 3/4. Опять-таки конструкцию меняйте по своему желанию. И реглан, и сверху, снизу, откуда кто как любит, и круговое вязание, то есть или отдельными частями вяжется. Все по вашему, девочки, желанию. Смотрите, вот такая выкройка у нас идет. Ну, классика, да? Свои мерочки ставим. Ну, это вот еще фотография. Укрупненный узор. Укрупненный узор показываю вам. Кому интересен рукавчик, здесь очень хорошо прорисовывается узорчик для рукава. Смотрите, как это интересно. Как вырез горловины отделан, тоже обращаю вам укрупненный вариант. Пожалуйста. В общем-то, вещь, интересная вещь и для молодых, и для пожилых, и для среднего возраста. Такая, знаете, универсальная красота. Так, вот спиночка, да, здесь хорошо видно, что вот у нас просто лицевая гладь. По центру узор у нас рукава идет тоже рельефный. Так, и, собственно, нас сейчас с вами интересует, вот так выглядит у нас с вами выкройка основного узора. Ой, не помещается весь, поэтому уменьшаем масштаб. Вот так, девочки, делайте скрин. Пожалуйста. Вот такая вот косичка из иностранного журнала. Супер косичка. Ну, наверное, здесь, собственно, надо будет логично понять условное обозначение, да? Там, где черная черточка, это изнаночная, там, где пустая клеточка, это лицевая петля. Ну и вот эти вот вещи обозначают перекрещивание петелек. Понятно, да? Так, следующая, последняя, четвертая в сегодняшнем видеообзоре модель. И четвертая модель у нас замечательный рукав, замечательный узор по рукаву. Вообще связана модель сама у нас просто платочной вязкой. Рукав, кстати, сам узор на фоне платочной вязки. Форма здесь, опять-таки, раздельными деталями, сколько мы можем видеть, да, вяжется, и весь акцент на рельефный узор рукава. Очень красивый рельефный узор. В принципе, включаем фантазию, да, и этот красивый узор можно применить для центра джемпера, а рукава просто платочной вязкой вяжется. То есть здесь вы сами себе конструкторы, сами себе фантазируете то, что вам хочется. Моя задача донести до вас схему этого замечательного узора. Вот так у нас из иностранного журнала выкройка выглядит, обычная выкройка, очень простая, спущенный рукав, в принципе, мерки ставите свои и делаете расчеты. Все раздельными деталями вяжется. Вот такая схема этого прекрасного рукавчика. Смотрите, опять не умещается. Итак, ширина его указана,
высота его указана, 30 рядов в высоту у нас. Здесь только лицевые ряды, изнаночные мы вяжем, как смотрят петли. И крестом у нас обозначается платочная вязка. Платочная вязка обычно обозначается крестиком на схемах. Лицевая гладь у нас это пустой вот этот квадратик, то есть это лицевые петельки. Да? Это накиды, это 2 вместе с наклоном вправо, это 2 вместе с наклоном влево. Этот знак обозначает перекрещивание 6 петель на, соответственно, право. Этот знак, соответственно, налево по 3, то есть меняем местами, да. И подковка, как всегда, традиционно это накид. Вот таким образом, в принципе, вкратце я рассказала вам, как условное обозначение к этой иностранной схеме. Так, мои дорогие, еще раз покажу вам этот замечательный рукав. Надеюсь, вы вдохновитесь чем-то таким себе, какой-нибудь обновочкой к Новому году свяжете. А сейчас, мои дорогие, до новых встреч. Буду еще искать для вас интересные, красивые модели.